Привет! Меня зовут Лена. На своем канале я готовлю полезные сладости без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить супер белковый творожный чизкейк. Этот простой и вкусный тортик точно поможет всем, кто стремится соблюдать дневную норму белка. Вы сможете побаловать себя сладким. Смотрите видео до конца, я расскажу вам все тонкости приготовления выпечного чизкейка. Вот какие ингредиенты нам понадобятся. Вопросы по ингредиентам и заменам задавайте в комментариях, я постараюсь вам помочь. И спасибо за лайк! Первым делом нужно измельчить печенье. Печенье у меня приготовлено по рецепту, который уже есть на моем канале. Я оставлю вам на него ссылку в описании. Нам нужно 110 грамм. Измельчаем его в крошку. Могут остаться кусочки печенья. Это очень даже вкусно, когда оно хрустит внутри основы. И теперь будем добавлять жидкие ингредиенты. Сироп, у меня это 25 грамм сиропа цикория. 10 грамм кокосового масла. Перемешиваем и смотрим на консистенцию. Скорее всего, жидкости будет недостаточно и нам понадобится молоко. Молока может уйти больше или меньше, ориентируйтесь на консистенцию. Вообще здесь можно добавлять любые жидкие ингредиенты. Основа с маслом и сиропом более калорийная, но и более вкусная, немного хрустит. А основа только на молоке будет низкокалорийна и более мягкая. Нам нужно добиться того, чтобы масса слипалась при утрамбовывании. Примерно вот так. До такой консистенции у меня ушло 20 грамм молока. Собирать чизкейк будем в кольце диаметром 16 см с дном из фольги. Для надежности лучше сделать 2-3 слоя фольги. Прижимаем края фольги к стенкам формы. И хорошо прожимаем край фольги. Укладываем крошку из печенья в форму. Я буду делать только дно, но можно сделать и бортики. Для этого нужно взять в 2 раза больше ингредиентов для основы, и в ней должно быть чуть больше жидких ингредиентов, чтобы бортики хорошо лепились и не крошились. Итак, основа готова. Можно приступать к творожному слою. Нам понадобится 300 грамм творога. Выбрать хороший творог – это уже полдела. Самое главное, он должен быть вкусным. А еще достаточно мягким, чтобы его можно было измельчить без крупинок. И в идеале еще высоко белковым и обезжиренным. Если вашему блендеру тяжело измельчать творог, то можно либо добавить к нему сразу рикотту с сиропом, либо просто перетереть творог через мелкое сито. Итак, измельчаем творог до состояния пасты. Вот такая консистенция получается. Чем однороднее, тем лучше. Добавляем 100 грамм рикотты и 25 грамм натурального сиропа. Также измельчаем еще раз. На этом этапе нам нужно добиться однородности рикотты. И осталось добавить все остальные ингредиенты. 1 яйцо, 2 желтка, 10 грамм крахмала, 10 грамм подсластителя, 1 чайная ложка ванили и пол чайной ложки соли. Доводим до однородности. Здесь уже долго измельчать не стоит. Вот такая мягкая нежная масса получается. Перекладываем ее в форму. Форма в фольге уже должна стоять на противне. И аккуратно разравниваем. Если у вас есть спатула, конечно, удобнее будет воспользоваться ей. И заливаем в противень горячую воду. Примерно 500-700 мл будет достаточно. Выпекаем при температуре 130 градусов Цельсия примерно 40-60 минут. За чизкейком нужно поглядывать уже через полчаса. Наша задача остановить выпечку в тот момент, когда края чизкейка схватятся, а серединка будет еще немного колыхаться. В этот момент приоткрываем дверцу духовки и оставляем чизкейк постепенно остывать. Серединка как раз затвердеет за это время. Если вы внимательно отнесетесь к этому моменту, то точно не пересушите чизкейк и он не превратится в запеканку.
Когда чизкейк остыл, я ставлю его на полотенце, просто чтобы высушить фольгу на дне. И аккуратно переставляем его на подложку или доску. Если вы все делали по рецепту, то основа чизкейка достаточной толщины, и он не повредится при переноске. Укрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник до полного охлаждения, минимум на 4 часа. Все, наш чизкейк полностью готов, можно вынимать его из формы. Аккуратно проходимся ножом по краю, старайтесь полностью прижимать нож к стенкам формы. Ставим на подложку и вынимаем чизкейк. Вот такой простой тортик. Украшу я его тоже очень просто. Приготовим простейшую шоколадную глазурь. 60 грамм горячего молока и 50 грамм горького шоколада без сахара. У меня 72%. Если у вас другой, то добавляйте молоко постепенно. Возможно, вам потребуется другое количество молока для той же степени текучести глазури. Также у меня на канале есть рецепт менее калорийной глазури молочный шоколад, в которой не используется готовый шоколад. Вот такая консистенция получается у глазури в теплом виде. Чтобы получить красивые подтеки, остудите глазурь до температуры около 30 градусов Цельсия и наносите на холодный торт. Приступаем к украшению. У меня на этом тортике будет очень минималистичный декор. Это асимметричные полосы глазури, спускающиеся подтеками по бокам, и немного сублимированной малины. Кусочки малины прекрасно фиксируются на глазури, а на торте совсем не держатся, поэтому можно слегка вдавить их. И немного ягод я наношу по бокам. Вот так просто и красиво можно украсить чизкейк. Ну что, давайте разрежем наш тортик. Он не слишком мягкий, скорее плотненький внутри. Все-таки в нем много творога. Простой и красивый разрез. На вкус очень приятный сладенький творожный слой с немного сырным оттенком за счет рикотты и соли в составе. Очень вкусно! Если это видео оказалось для вас интересным и полезным, ставьте лайк и делитесь им с друзьями. И подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. Пока!